Есть моменты, когда продажнику приходится переходить на позицию психолога. Ну, продажник это и так психолог, это естественно, да, но есть такой момент, когда приходится быть прям психологом-психологом. Вот когда люди потеряли деньги, потеряли команду или кучу времени, у них был негативный опыт, вот всегда вот эта негативная история в прошлом, она отрабатывается только, в принципе, одним вариантом. Человеку самое главное объяснить, что на жизненном пути, вот, например, есть люди встречаются в плохих отношениях, да, ну, находятся в них там в негативных отношениях. Вот бывает такое, мужья, жены там, они год, два, 5, 10, 15 лет живут, ну, типа в ужасной истории, да, там каких-то издевательства, какие-то постоянные звонили просто. Меня слышно? Сейчас да. Да. Соответственно, вот в этих, да, в этих ситуациях, да. В этой ситуации, когда у человека был негативный какой-то опыт, в этой ситуации единственный момент, который есть, это объяснить ему, что это просто опыт. И не всегда в бизнесе, в предпринимательской деятельности, в каких-то инвестиционных направлениях, в других сферах деятельности не всегда получается плюс, как предприниматели себе предполагают. Так же, как и в сделках на бирже, везде есть минус, есть отрицательный результат. Это тоже результат. То есть человеку нужно объяснить, что его негативный опыт – это всего лишь опыт. И сейчас принимать это как за какую-то трагедию, травму и переживать какие-то… у меня в жизни были разные ситуации. Было такое, что я за один вечер потерял 100 тысяч долларов. Было такое, что я там в течение нескольких месяцев с командой потерял в бизнесе более 300 тысяч долларов. Было такое, что я под $1 000 000 потерял вместе с командой, с количеством людей, там 9 лет было компаний, мы ездили на Кипр, там договора, документы, бумажки там и все остальное, и до сих пор идет 2016-2017 года, до сих пор идет суд с этой компанией, и пока что не возместили ни одного цента. И тут момент в том, что в жизни бывает абсолютно разный опыт, с которым люди сталкиваются, и нужно очень… Так, я извиняюсь. Контролируйте свои микрофоны, уважаемые, пожалуйста. Будьте так любезны. Я просто не могу отследить, у кого включен микрофон. Ага, Зоя. Угу. Вот. Поэтому нужно для себя очень хорошо понять этот аспект, что это всего лишь опыт, и человек его получил. И на данном этапе с этим опытом ему будет уже намного проще работать. И сейчас нужно выбрать для себя вектор не тех компаний, которые скамятся, а выбрать нормальную классическую бизнес-модель, где есть реальная возможность долгосрочного развития. То есть нужно обращать внимание не на тот тип компании, в котором у человека получился скам, а создавать новые нейронные связи. То есть искать новые возможности, новые форматы взаимодействия с рынком, потому что на том предложении, которое было у человека, не сошелся мир, и есть не только такой тип предложений, есть и другие компании, другие варианты, другие бизнес-модели. Поэтому нужно двигаться в эту сторону дальше. Так же, как и в спортзале. Когда ты приходишь, первая тренировка, вторая, третья, ты падаешь, задыхаешься, не можешь сделать элементарных упражнений. Это всегда так. Но как только человек делает тренировки месяц, 2, 3, 5, 10, год, ему уже становится намного проще, и он уже может делать сложные упражнения. Тут такая же самая история. Нужно наработать себе качественную базу знаний в голове. Это можно наработать только опытом. Это либо большое количество обучений, либо собственный личный пример, личный опыт, но в основном это всегда личный опыт. Поэтому человек, который где-то побывал, он может сейчас обломаться, оборваться, остановиться и не делать ничего. Пойти там, я не знаю, в найм, на завод, куда угодно. Но можно продолжить свой путь. Путь предпринимателя не такой простой, как кажется в книжках, как кажется на бумаге или где-то еще. Путь предпринимателя – это достаточно сложная история. И если человек уже этот путь выбрал, то он должен быть любезным, понимать, какую ответственность он на себя взял. Потому что предприниматель – это человек, который несет ответственность за свои действия, за свои поступки самостоятельно. Но у нас, дело в том, что большая проблема, нас самостоятельности
и взятию ответственности за свою жизнь в школе не учили, в институте не учили. Финансовой грамотности в институте не учили, в школе не учили. Как делать бизнес-отношения в предпринимательском мире, как проверять предпринимателей, вести правильно переговоры, доставать нужную информацию, нас ни в школе, ни в садике, ни в институте не учили. Поэтому это все навыки, которые нужно наработать в течение своей жизни. И задача каждого предпринимателя формировать в себе вот эту силу, эту мощность, эти знания, которые позволят ему в будущем. То есть любой опыт – это конвертация времени в знания, которые в будущем приходят на практике прибылью. То есть прибыль, она формируется не потому, что повезло, получилось. Прибыль – это опыт. Повезло и получилось – это много работал. То есть слова «повезло», «получилось», «так тебе выпали карты» и так далее – это за труд. Это плата за тяжелый труд, за опыт, который получил человек в прошлом. Вот его результаты сегодняшние – это плата за его прошлый опыт. Поэтому если человек опытен, если он получает опыт, если он готов принимать любой опыт, если он готов принимать любые обстоятельства, если он готов брать на себя ответственность, да ему абсолютно плевать на потери, на какие-то негативные моменты. Да, есть негативные моменты. Да, посидел неделю, 2-3, ты, не знаю, там, пил водку, бегал кроссы, там, сидел с родными, обнимался, целовался, ценил жизнь, неважно. Я все это проходил. В этом нет ничего страшного, сверхъестественного и так далее. Это просто опыт. Его нужно принять, глотнуть, засучить рукава и двигаться дальше. Это единственный вариант. Поэтому вот это то, что бы я посоветовал говорить этим людям. В принципе, я также. Коротко повторите этот вопрос, пожалуйста, Галь. Буквально 10 секунд. Не вижу больших денег в маркетинге, не вижу смысла инвестировать, потому что, думаю, что большой депозит нужен, скорее всего, чтобы какой-то результат получить или команду строить. А мне не хочется работать, мне нужен пассивный доход. Вот какой смысл, скажем, я инвестирую $300, и что я получу? Хорошо, супер. Скажите, пожалуйста, где сегодня вы можете инвестировать $300 и получить большой пассивный доход? Тут мне предлагают разные компании, там ежедневно есть доход. Я понимаю, конечно, Ага. риски, но опять-таки там документы, все нормально. Я думаю, ладно, 300 так 300. Зато я Хорошо. каждый день Ну, что-то возвращаю. я понял, да, хорошо. Смотрите, есть два типа и два вида заработка в интернете. Органичный, экологичный, мерзкий, низкочастотный. Мерзкий низкочастотный заработок в интернете – это различные компании, такие очень скоропостижного развития. Нормальный человек никогда там не будет строить команду, нормальный человек никогда туда не проинвестирует большие деньги. Это такое что-то, поиграться, типа там лотерейку купить. Да? Никто же не покупает, например, у меня есть капитал $100 000. Я же не иду на $100 000 покупать лотерейку. Да, там тысячи, сотни тысяч лотереек. И выигрывать там. Стираю, этими копейками, да, стираю там, сижу перед телевизором, жду выигрыш, я не выиграл, жду следующий день. И так вот я лотерейками занимаюсь, да. Ну, то есть это же все, мы понимаем с вами прекрасно, да, Галь, что это все несерьезная сфера. Мы понимаем прекрасно, что это вся история про какую-то очень краткосрочную перспективу. Ну, типа компания, которая платит деньги каждый день, там какие-то 2, 3, 4, я не знаю, 5, 10%. Ну, это то, что там есть документы и так далее, это все великолепно и все очень хорошо. Но это все компании, это просто лотерея. То есть эта компания может выплатить, может не выплатить, она может закрыться, открыться, ну, то есть там нет никакой фундаментальной части. То есть экологичный и органичный бизнес – это бизнес, в котором есть продукт, в котором есть производственно-хозяйственная деятельность, в котором есть реальные факты, подтверждающие эту деятельность, в котором есть реальные адекватные люди, которые фундаментально развивают этот бизнес. То есть это бизнес. А есть вот эта низкочастотная вся история. Если вы про низкочастотную всякую историю, вот эту, которая там с большими процентами и так далее, действительно, вы там что-то потенциально можете заработать. Но также и вы можете просто потерять свои деньги, которые вы проинвестировали. Поэтому вы не видите здесь больших денег. Но дело в том, что с $300 нигде на планете Земля не зарабатываются большие деньги. Даже если вкладывать в различные криптоактивы, для того, чтобы заработать большие деньги, вот представьте себе 100 иксов. При инвестиции в $100 это $10 000. 100 иксов дает одна монета из 1000. То есть вам нужно купить 1000 монет по $100. Смотрите, давайте считаем математику. 1000 монет умножить на $100. Это $100 000.
При этом одна из них даст 100 иксов. Это $100 умножить на 100. То есть это $10 000. При вложении в $100 000 у вас одна из монет даст 100 иксов, остальные, может быть, там 2-3 икса и так далее. Дай бог, чтобы вы вернули свое. Просто. Это просто покупая криптоактивы. То есть если вы говорите о том, чтобы заработать с $300 или со $100 какие-то огромные деньги без команды, я вас хочу расстроить, это невозможно. Вы никогда в жизни этого не сделаете. Поэтому вы либо фундаментально, понемногу, экологично и органично развиваете бизнес, либо бегаете и тратите деньги в низкочастотной истории. Там заработали, там потеряли, там заработали, там потеряли. Сели, за 3 года свели бухгалтерию и поняли, что вы в минус $20 000. В казино, вот те люди, которые ходят в казино, если они сядут и сведут бухгалтерию за 5 лет, они поймут, что они просто кормили казино 5 лет. Поэтому нужно для себя понять, что в низкочастотных вот этих всех историях с быстрыми заработками, там вы, скорее всего, что на дистанции потеряете все деньги. А если говорить про фундаментальный, экологичный, долгосрочный бизнес, то он строится годами. Годами. Если вы не готовы инвестировать с плечом времени, если вы не готовы строить команду, делать бизнес, вам, в принципе, в онлайне лучше не искать источники заработка, потому что вы просто потеряете все свои деньги на дистанции. Вы вот просто походите 3 года по низкочастотным проектам, записывайте все в тетрадь, а потом через 3 года сядьте и сведите математику. И вы поймете, что вы в минус 20, 15, 10, 30 и так далее тысяч долларов. Что вы никогда не заработаете в этих сферах деятельности большой серьезный капитал. Большие деньги, реальные деньги зарабатываются с командой в хорошем бизнесе, который вы строите на долгосрок, с большим плечом времени. Большие деньги зарабатываются только годами, с большим плечом времени, с большими командами. Только так зарабатываются большие деньги. Сотни тысяч долларов, миллионы долларов, десятки миллионов долларов снимают люди, когда они уделяют много времени, много лет одному и тому же направлению. Вот тогда действительно есть возможность получить очень большие результаты. В принципе, так работает ниша онлайн-бизнеса в любой сфере. Смотрите, вот лично мои знакомые, которые занимаются трейдингом, профессионалы из них те, вот действительно, которые зарабатывают деньги на этом, которые 8 лет в сфере. Например, мои знакомые продажники в разных компаниях, бизнесах, с которыми я где-то как-то пересекался на тренингах, перетренингах, там, работах и так далее, на сегодняшний день зарабатывают продажники много те, которые 10 лет в продажах. Поэтому в онлайн-бизнесе зарабатывает тот, кто много лет в онлайн-бизнесе и понял, смотрите, ни один человек, который много лет в онлайн-бизнесе, он не бегает по компаниям однодневкам по $100, там под 5-6% в день. Этим не занимается ни один грамотный, квалифицированный эксперт. Потому что он никогда не будет тратить свою энергию на низкочастотную историю, которая ты только вложил, только себе построил какие-то планы, задачи, у тебя выстроились какие-то там моменты, аллилуйя, ты начал молиться, чтобы все получилось, тут у тебя бах, просто, ну, даже ничего не работает просто. Что 2 недели там все закрылось к чертовой матери и все. Просто твои планы рушатся и рушатся. Ты не строишь, ты ломаешь. Поэтому ни один человек с нормальными ценностями, с грамотным мышлением, профессионал никогда не будет заниматься этим бизнесом. Определите просто свою позицию четко. То есть вы хотите либо органику, экологичность и долгосрочность, и реально заработать хорошие деньги, большие деньги, сотни тысяч долларов, миллионы долларов, либо вы хотите бегать там, тестировать гипотезы. Это ваше право, вы можете делать так, как вы считаете нужным. Ну, как-то в таком ключе. Ну, как-то дайте я продолжу все-таки, да? Ну, Ага, это давайте. понятно все. Ну, это все понятно, но у меня вот нет столько времени, столько лет. Я все понимаю, что у вас, наверное, продукт, и что я вам доверяю. Да, вы никогда не выберете, что плохой, но у вас, наверное, есть свободные деньги, а у меня вот не так. То есть я понимаю, что мне все-таки здесь нужно побольше депозита открывать, но это я не смогу сейчас. То есть смысла Ну, вы нет в этих сейчас, 300. да, смотрите, вы сейчас открываете на 300, смотрите, как это работает, и как только вы будете создавать себе намерение на то, что вы действительно хотите здесь заработать, у вас начнет подтягиваться команда, у вас начнут подтягиваться возможности, вы сможете и свой депозит повысить,
и партнеров привлечь, и зарабатывать регулярно доход. Сегодня нет для получения амбассадорского статуса какого-то минимального депозита. Вы можете зайти как амбассадор, качать компанию абсолютно с минимальным депозитом. Сегодня вы не обязаны делать какие-то сверхрезультаты. Начните постепенно привлекать партнеров. Начните строить амбассадорскую программу. Начните получать 20% с дохода первой линии. Вот если ваши партнеры в первой линии зарабатывают $300 в неделю, вы зарабатываете 60. 60 умножить на 4 – это 240. Это только по 20% бонусу. Если вы сделали товарооборот, например, $17 тысяч за месяц, вы получите еще 4% от этого. А 4% от 17 тысяч долларов – это практически $800. То есть 240 плюс 800 – это 1040. Плюс от вашей инвестиции вы получите пассивный доход, $30, например. То есть 1800 плюс 30 – 1830. Это вы можете все сделать за ближайшие 1-2 месяца. Органично, экологично, в нормальной бизнес-модели. А постепенно выстраивая взаимоотношения с новыми партнерами, наращивая команду, наращивая собственные инвестиции, рост вашего пассивного дохода, ваши партнеры начинают больше зарабатывать, вы начинаете больше зарабатывать, и это все приносит вам результаты. Соответственно, начиная сегодня с небольших инвестиций, уже начиная делать инвестиции, привлекая партнеров, вы уже начинаете делать первые тесты и первые шаги к тому, чтобы зарабатывать долгосрочно и много. Если вы начнете зарабатывать $500-700 в месяц, впоследствии $1000-1500 в месяц, 1500-2, и так органично в течение 10-12 месяцев вы сможете выйти на 3, 5, 10 тысяч долларов дохода ежемесячно. Разве это не те результаты, которые бы вас устраивали? Ну, надеюсь, понятно. Ага, Галя вышла, походу, да? Хорошо. Тяжелый случай. Проговаривай вот эту штучку с тех, что я вкладываю в свой бизнес. Который разбирается в финансовой системе, да, связан с банками, но при этом у него свой бизнес связан со строительством, и он говорит, что на данном этапе он вкладывает только в свой бизнес, ни в какие банки, никуда он не вкладывает. Все, что зарабатывает, вкладывает в бизнес. Отлично. Хорошо. Скажи, пожалуйста, дорогой предприниматель, можно ли быть уверенным на 1000%, что твой бизнес будет все время прибыльным? Нет. Нельзя быть уверенным. Мы должны для себя понимать, что жизнь, она состоит из компонентов, и одним из компонентов является основной род деятельности, но не стоит забывать о том, что существуют альтернативные способы заработка. Ты согласен, что есть и альтернативные способы заработка, кроме твоего бизнеса, например? Да, согласна. Супер. Так как существуют альтернативные направления заработка, есть смысл их рассматривать для того, чтобы диверсифицировать свои деньги и время. То есть ты вкладываешь деньги в свой бизнес, например, а твой бизнес, он как график биткоина. Он может быть лучше в какие-то моменты, в какие-то хуже, какие-то опять лучше, в какие-то опять хуже. И так работает бизнес, любой на планете Земля. Ты можешь диверсифицировать свое время и деньги способом поиска альтернативных источников заработка. Например, выстроить себе доход в сфере акций, доход в сфере крипто, доход в сфере фондов и доверительного управления. То есть ты можешь настроить себе, например, 4 источника дохода. Твой бизнес, акции, крипта и доверительное управление в фонде компании Trade24. Например, такая модель, где у тебя несколько источников дохода, и один балансирует за счет другого. Представь себе 10 ресторанов в одном городе. На одном краю города, на другом, в центре 3 штуки, в спальных районах по одному. У тебя 10 ресторанов. В каком-то одном, втором, третьем, четвертом сегодня убыток, 5, 6, 7 сегодня в нуле, 8, 9, 10 сегодня в плюсе. Таким образом, твой бизнес в целом ресторанный вышел в плюс. Также с разными источниками дохода. 1, 2, 3, 4, каждый выстроил какую-то свою доходность, и у тебя в совокупности получается плюс. Соответственно, выстроить новые источники дохода, является ли для тебя на сегодняшний день это интересным? Построить несколько источников дохода, предприниматель дорогой. Да, конечно. Супер, Интересно. давай выстроим сейчас один из источников дохода с компанией Trade24, где твои инвестиции уже начнут работать и приносить тебе первую прибыль. Ты потестируешь, как это работает. Тебе для этого не нужно вкладывать все деньги.
просто сделай небольшую инвестицию, например, $3000. Тебе комфортно на сегодняшний день сделать инвестицию? Да, комфортно. Да, вот ты сейчас начинаешь с 3000, получаешь еженедельно доход, видишь, как это работает, и для себя начинаешь принимать решения. Нравится тебе это, не нравится, классно это, не классно, больше это приносит, чем твой бизнес, или меньше. Только тогда, когда ты начинаешь уже получать дивиденды, ты можешь сказать, хорошо это или плохо. Поэтому моя тебе рекомендация, давай попробуем, потестируем новый источник дохода. Твой бизнес продолжает работать, без этих $3000 он продолжит работать и приносить тебе профит. А вот эти 3000, они начнут работать на тебя в сфере доверительного управления, в фонде компании Trade24, и ты начнешь получать еще дополнительно дивиденды. Вот в таком формате. Класс. Можно было бы ответить на этот вопрос. Да, ну как один из вариантов, да, такой Мгм. один из самых простых, Вот. скажем так.